Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на октябрь 2023 года. Посмотрим, какие события наиболее вероятно вас ожидают и, в принципе, что вам необходимо предпринять, чтобы этот месяц для вас был максимально продуктивным. Поэтому приступаем к совместному чтению арканов. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Арканы перед вами, поэтому приступаем. Итак, общая энергия месяца. У вас здесь ложится двойка монет. Это карта баланса. То есть, во-первых, это балансировать между несколькими аспектами жизни. То есть, допустим, работа и личной жизни, успеть все. Для кого-то между двумя видами работ, у кого-то между несколькими партнерами. Для кого-то объять необъятное, жить на две семьи. То есть, нести заботу и о своей семье, и, допустим, о семье своих родителей. Потому что здесь, вот знаете, как преодолевать сложности, будучи на ходулях. Но, тем не менее, как показывают карты, вам все по силам, и вы справитесь с любой задачей. Конечно же, этот аркан, он может отображать ситуацию в разных сферах жизни, поэтому дотянем и посмотрим, о чем же здесь конкретно идет речь. И, как мы видим, здесь ложится у нас король чаш. Вот здесь, как показывает карта, это в первую очередь научиться балансировать, то есть помогать тем, кто в этом нуждается, оказывать помощь, поддержку, потому что король чаш – это не просто взаимодействие с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Это в целом поступать как дипломат, но там где-то необходимо. Оказывать помощь, содействие, поддержку, протекцию, но тому, кто в этом нуждается. То есть не лезть со своими там советами, знаете, как в чужой огород, ну или, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. То есть это уметь и держать дистанцию, и помогать тогда, когда это необходимо. Если смотреть ситуацию по вопросам работы, бизнеса, карьеры, у вас здесь ложится четверка чаш. Это карта, когда у вас идет эмоциональная усталость, пересыщение. Это сама физиология вам показывает и говорит о том, что все, пора отдохнуть, восстановиться, прийти в себя. Потому что здесь это, в принципе, работа спустя рукава или нет потенциала, сил и энергии для того, чтобы двигаться дальше, достигать чего-то большего, к чему-то большему стремиться. Ну, иными словами, как села батарейка. Поэтому давайте смотреть и анализировать, о чем же будет говорить этот аркан для тех, кто у нас на текущем этапе не работает и работать не может. Здесь по королеве жезлов это большие амбиции, которые на текущем этапе не подкреплены какими-то действиями. То есть план есть желание, есть цели, но нет понимания, как это реализовать. Почему? Потому что к этому нужно прикладывать усилия, чтобы чего-то достичь. А вам на текущем этапе, не то, что этого не хочется, просто действительно нет ресурса, в первую очередь энергетического. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то здесь по аркану суд это идет понимание или осознание, что не в той нише искали. Что, возможно, нужно сместить фокус своего внимания и искать в других сферах, в других областях. Потому что, к примеру, вы зациклились на нише, как вариант, вот у вас образование юридическое, в этой нише вы ищете, а по факту здесь нужно получать новый опыт, новые навыки, переквалифицироваться и искать трудоустройство вообще в другой сфере. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то по пажу чаш это в первую очередь желание отдыха, знаете, такого релакса, потому что паж чаш это такое витальность, это такое фактически в полудреме работать. С одной стороны, это приятная атмосфера, приятная обстановка, но хочется как уже эмоционально подзарядиться. Единственный момент, что здесь может идти разочарование. По какой причине? Кто-то из коллег, может быть, из руководства, может воспринимать вас как дилетанта или как специалиста, который имеет небольшой опыт, небольшие навыки и, как следствие, низкий уровень квалификации. Вот это, конечно, может вас расстраивать или выбивать из колеи. Плюс, видите, здесь ангелочек нашептывает в ухо. С одной стороны, это положительные вести, а с другой стороны, это просто может быть ситуация сплетен, когда вы слышите какую-то не совсем благоприятную информацию о себе. Если же будем смотреть
ситуацию для тех, кто у нас является владельцем собственного дела, то по аркану умеренность здесь все ровно. И с одной стороны, вроде бы это и хорошо, и не на что жаловаться, ни на что пенять, а с другой стороны, вам хочется развития, новых возможностей, расширения. А вы пока как застыли на мертвой точке и не понимаете, как этого достичь. Как этого добиться, чтобы пошло это расширение, этот рост. Поэтому это будут вопросы самокопания, да, некий период отдыха и восстановления, а потом углубляться в те процессы, чтобы понять, как вам к этому развитию прийти. Если анализировать вопросы финансов, здесь по девятке монет все более чем прекрасно. Самодостаточность, реализация, в особенности для девушек и женщин здесь как выплаты каких-то алиментов или пособий на детей, которые, знаете, как, ну, допустим, вам задолжали длительный период, а теперь пришли в крупной сумме. Ну, а в целом сама по себе девятка монет – это карта, которая показывает на вашу самодостаточность. То есть с финансами здесь все более чем замечательно, хватает на все базовые потребности, но и более того, на какие-то ваши хотелки. Если анализировать вопросы состояния здоровья. У нас здесь ложится рыцарь монет. С одной стороны, вроде бы все стабильно, но с другой стороны, вот на грани. Вот видите, как подготовлена мышеловка, да? То есть то, на что вас будут ловить. Иными словами, эта карта говорит, что не истощайте свой организм, не перенагружайте его физическими нагрузками, либо излишней работой, потому что это все приводит к вашему выгоранию и негативным образом сказывается на вашем самочувствии. Поэтому стабильность в первую очередь. Все как бы может быть рутинно, последовательно, но без каких-либо перегрузок. Это рецепт вашего хорошего самочувствия на этот месяц. Если смотреть вопросы личной жизни, у нас здесь ложится паж жезлов. Это карта любопытства, это желание разжечь искру, это желание чем-то воодушевиться, воодушевить вашего партнера или партнершу. Конечно же, это еще вопросы детей и обсуждение тем, которые связаны с ними, будь то ваши дети, внуки, может быть, племянники, потому что это неким образом может отражаться на ваших отношениях, на вашем союзе. Но давайте посмотрим в целом, о чем говорит данный аркан для каждого из вас. Для тех, кто на текущем этапе у нас свободен. У вас по аркану повешенный. Здесь пока нет никаких изменений. Если и будут знакомства, то знакомства ни к чему не обязывающие, знакомства проходящие, потому что это позиция, что не по Ваньке шапка. То есть то окружение, которое к вам ну, как бы в вашем окружении появляется. Люди инфантильные, незрелые, которые не достигли вашего статуса, уровня духовного, личностного роста, и как следствие вам с ними скучно, неинтересно. То есть, иными словами, не то пальто. И если смотреть и анализировать ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то по королеве чаш это упиваться текущей ситуацией, наслаждаться процессом, форматом взаимоотношений. Сейчас вы, как говорится, ловите кайф. Вас все устраивает, менять вы что-либо не намерены. Единственное, чего вы опасаетесь, это каких-то сплетен или пересудов, или, как я говорю, утечки информации относительно вашего союза. Если смотреть арканы для тех, кто у нас в стабильных отношениях, то здесь по королю монет все без изменений. Стабильность прежде всего. Может быть, для кого-то это излишняя какая-то скука, напряженность. И здесь на повестке дня будет много финансовых аспектов, которые вам нужно будет решать совместно в паре. Но, тем не менее, как показывают карты, это стабильность, обеспеченность и зона комфорта. Потому что король монет – это все как исконно, как у вас было, так у вас и есть. Каких-то глобальных перемен по отношениям не будет. Тут единственное, знаете, как стремление и желание разбудить интересы вашего партнера или партнерши по отношению к вам, отвлечь его от других целей или задач. И если рассматривать рекомендации на этот месяц, то у вас здесь ложится девятка чаш. Это карта радости, наслаждения жизнью, это аркан праздника. Поэтому и карты вас здесь призывают больше радости, больше эмоций, больше положительного настроя. Ну и, конечно же, если вам позволяют время и ресурсы, отдохнуть, отправиться в отпуск. Потому что если смотреть по арканам, которые здесь ложатся, у вас уже нет силы и ресурсов балансировать, потому что ваша батарейка, она на исходе. Смотрим и анализируем неожиданность периода. О чем здесь идет речь? Итак, клевер, развилка и падает карта звезда.
или звезды она еще называется. Это как правильное решение, решение, которое придет неожиданно, тем более одну колоду у вас ложится карта лилии, как снизойдет информация, которая вам позволит сделать правильный выбор и достичь намеченного плана, цели, результата. У некоторых из вас это может идти, знаете, как смена мечты. Не то чтобы подмена понятий, но в процессе достижения какой-то цели вы можете понять, что это не совсем то, что вам хотелось, и как следствие может произойти не подмена ценностей, а смена приоритетов. Ну, утрированно. Вы фанатели от какой-то марки автомобиля. И в тест-драйв вы ходили, и все вам нравилось, и вы стремились, и копите ресурсы на это авто. Но по ряду причин вы там попробовали марку какого-то другого производителя. И настолько вас это впечатлило, воодушевило, и вы понимаете, что вот чуть-чуть вы там докопите, и вот оно еще лучше, круче, качественнее. Поэтому вот здесь как раз и идет речь о смене цели или смене задач. Но это я вам привела как в качестве примера. У вас это, безусловно, может отыграться на примере обучения, работы, реализации, каких-то, может быть, ваших индивидуальных хотелок, стремлений. Но, как показывают арканы, ситуация однозначно будет в плюс. Поэтому так мы вам и закроем. Вы же, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас отыграется эта информация, какие перемены в вашей жизни произойдут. Мне будет интересно почитать. Плюс, конечно же, это способствует развитию канала. Благодарю каждого из вас за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты, ваши подписки. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте. И вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.